Вы смотрите «Время новостей». Мы продолжаем наш выпуск. Долгие годы они занимались точными науками, изучая основные природные закономерности и исследуя состав веществ. И вот формулы, законы, опыты остались в прошлом, а главным делом их жизни, их любовью и судьбой стала газета. Газета с 60-летней историей и громким именем, которая известна, пожалуй, каждому русскоязычному австралийцу. Это сегодня Владимир и Ольга между делом решают, какую фотографию поставить на первую полосу, а какая будет лучше смотреться на развороте. Мимоходом обсуждают, не устареет ли интервью до следующего номера и какой заголовок более подходит к статье. А 6 лет назад они, физик и химик по образованию, совсем не были уверены в успехе своего предприятия. Тем более, что ответственность была огромная перед тысячами читателей, которые полвека выписывали газету и по праву считали ее своей. В детстве, когда мне нужно принимать решение, физика пересилила, я стал физиком на какое-то время. Но сейчас пришло время, по-моему, я понял, что сейчас пришло время, когда можно будет вернуться к любимому делу. Оставалось только уговорить Олю. Но это было не так просто, потому что Оля тоже, как бы она не журналист. Но уже в мае, через полгода, в мае 2006 года мы выпустили первый номер газеты. Для меня вообще это было очень сложно, когда мы вдруг решили, что у нас будет газета. Я просто запаниковала, потому что я не умела ничего, я считаю, я не умела ничего делать, вплоть до того, что я не знала, как включить компьютер. И Лена Скороходова меня этому учила. И, как бы сказать, я вообще по натуре такой человек не смелый и не могу такие принимать решения очень важные, быстро. Вот, поэтому у меня, так сказать, прошло какое-то время, и так я, так сказать, усидчиво, серьезно с ней занималась и поняла, что, в общем, надо делать, а не паниковать и не нервничать. И дело пошло. Если поначалу приходилось лишь копировать предыдущие номера, потому что не хватало ни опыта, ни времени для нововведений, то с годами супруги Кузьмины стали привносить в газету что-то новое, при этом постоянно наблюдая за реакцией своих главных критиков – читателей. Всякое творение отражает своего творца. И вот то, что вы видите сегодняшняя газета «Единение», она отражает наших редакторов и издателей Володю и Ольгу Кузьминых. Как вы видите, газета очень балансированная. В ней вы найдете всевозможные сюжеты, интересные для русского человека, главным образом. Газета «Единение» и создавалась для русских людей, которые, живя вдали от родины, остаются верными русским традициям, продолжают интересоваться российскими новостями, не хотят забывать родной язык. Тогда, в 50-х годах прошлого века, она была не только информационным источником, но и поддержкой и связующим звеном для сотен российских эмигрантов. Несколько политизированное в начале, позднее периодическое издание ушло от какой-либо политики, став при этом ближе простому читателю. И сегодня «Единение» вполне соответствует идее, заложенной в названии. Эта газета объединяет. Ее с удовольствием продолжают читать и подписчики со стажем, и люди из так называемой новой волны иммиграции. Да, я выписываю газету уже второй год. Газету «Единение». Мне в ней нравится очень многое. Во-первых, потому что она непосредственно о нашей диаспоре. То есть про наших, так сказать, здесь, в Австралии. Различные мероприятия большие, которые когда-то где-то идут, про них очень интересно читать. А также в газете очень много интересных рубрик, как, например, вот этот вот «Листая старый календарь», вот эти вот все. То есть очень интересная подборка именно каких-то интересных сюжетов и что-то из истории даже немного. Тем более время от времени появляются анекдоты на последней странице. Шагая в ногу со временем, супруги Кузьмины вывели свое издание и в глобальную сеть. При этом сайт в интернете – это не точная копия газеты. Там есть место и для других интересных разделов. Ведь коллектив редакции старается не пропускать ни одного значительного события в русских общинах Австралии. А порой газета является и одним из организаторов этих событий. К примеру, уже 10 лет с успехом проходит конкурс детских рисунков «Солнышко». А в прошлом году на сайте «Единения» появился литературный портал. Вы, наверное, представляете, что в Австралии есть люди, которые пишут стихи, пишут прозу, но это все было немножко разрознено. И
Я считаю, что заслуга этого портала именно в том, что мы прочитали литературу за последние, вот сколько, 150 лет, и собрали авторов, самых ярких авторов, и выставили на этом портале. И поэтому, если кому-то интересно, что было написано именно на австралийской земле русскоязычными авторами, можно зайти на этот портал и посмотреть. Воплощать в жизнь новые идеи помогает талантливый верстальщик-дизайнер Леонид Цветков. Раньше он занимался версткой и известной российской газеты «Аргументы и факты». А вообще с редакцией сотрудничает множество одаренных людей, живущих и в Австралии, и за ее пределами. Часто авторами публикаций становятся и сами читатели. Наши читатели – самые лучшие на свете люди. Мы очень благодарны нашим читателям, потому что есть люди, которые выписывают нашу газету в течение 40-50 лет. И если бы не они, газеты бы вообще не было. Это люди послевоенной эмиграции, люди китайской эмиграции, с Харбина, из Шанхая. В общем-то, на них и держалась эта газета, и они создавали ее. Эта любовь взаимна, и читатели также тепло относятся к чите Кузьминых. После выхода номера часто звонят, чтобы похвалить особенно удачный материал, подсказать хорошую тему. Атмосфере доброты, окружающее единение, способствуют и личные отношения Владимира и Ольги, у которых и в работе, и в быту все складно да ладно. У меня большой размах, но я очень не люблю заниматься деталями. А Оля очень любит, она человек дотошный и она аккуратный человек, что без этого невозможно было бы делать газету. Вот такая комбинация, мне кажется, что довольно плодотворная. Хочу добавить, что я довольна своим боссом. Я не знаю, кто босс. Ну, не будем. Вот. И когда меня тоже спрашивают, я с гордостью говорю, что у меня начальник мой муж. Вот так, без лишней суеты, но с четким знанием дела, Кузьмины пишут новую страницу истории газеты «Единение». И бережно хранят наследие, доставшееся им от прежних издателей. Архив номеров, насчитывающий уже более 3000 оригинальных экземпляров. Среднее число читателей приближается к 7000, а электронную версию газеты просматривают в более чем 20 странах мира. Не получая никаких грантов и дотаций, «Единению» удается твердо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее, отображая на своих страницах жизнь русских эмигрантов, как она есть, и став для большинства из них частичкой этой жизни, а для издателей и ее главным смыслом. Для меня, наверное, это стиль жизни, потому что практически у нас, когда мы начали делать газету, вся наша жизнь она вращается вокруг газеты. Поэтому «Единение» для меня – это стиль моей жизни, это… Мы начинаем, мы просыпаемся. Оля даже когда засыпает, она во сне прорабатывает какие-то материалы в голове, и когда просыпается, срочно бежит что-то доделывать. У нас нет другой отдельной жизни. Наша жизнь – это газета «Единение». Это моя работа, это даже мое хобби. Как это ни странно звучит, когда спрашивают, чем вы любите заниматься, свободно от работы время. Мне хочется все время сказать, как хорошо бы иметь бы хобби. Вот, но пока не удается, даже бедный наш сад как бы тоже ждет, когда же он станет хобби для нас. Вот, ну, не знаю, когда это случится. Вот, поэтому я могу сказать, что да, все, как бы газета – это все то, чем мы живем.